Кто начинает... Кто-то начинает... Верь, что ж такое? Кто-то начинает новую жизнь с понедельника, а я начинаю новую жизнь с пятницы. Почему бы и нет, действительно. Я решила с этого дня целую неделю не есть сладкое, соленое, всякие сладости, это уже было. Больше пить воды, потому что воду я вообще не пью. И это очень плохо, я считаю. Заниматься активным образом жизни по возможности. И таким образом я стараюсь... Не знаю уж пока чего добиться. Кто бы мог подумать, что если есть много мандаринов, можно и самому взять и превратиться в мандарин. Возможно, если бы предупреждали о таком побочном эффекте, я бы ела их меньше. Вы можете спросить: Полина, а почему только неделю? Ну, потому что, будем как бы честны и откровенны, больше я просто не выдержу без всяких вкусностей. Особенно учитывая то, что у меня был недавно день рождения, и у меня очень много осталось конфет. Не съеденных, не надкушенных, не попробованных, понимаете? Тяжело, но надо держаться. Потому что потом я уеду домой, дома не есть всякую гадость у меня точно не получится. Поэтому надо начинать сейчас, иначе будет слишком поздно. Целая миска овощей, вареных на сковородке. Тогда скорее тушеных, да? Это так называется? Вроде бы, да? Моя еда научила. Ну что, надо подкрепиться. Мне еще сегодня вообще-то в спортзал идти херачить, так что... Да, девочки. Ну что, идем тренироваться, девочки? Жесть. Мне месяц тут не было. У меня всегда с этим проблемы. Как это работает? Подальше? Не понял. Полетели, девочки. Девочки тренировались и бывает. Как сказал мой брат, палочка. Не, ну вообще он прав. Ну что, я уже вышла из зала. Хотела, конечно, еще ноги потренировать, но там все занято. Никогда не было такого наплыва людей. Но вот они все приплыли, понимаете? Тренировка была короткая, но хотя бы руки потренировали, как бы уже ладно. Что ж, я наконец-то дома. У нас чаек на ужин. Бутерброд вот такой вот. Там огурчик, получается, сыр и ветчина, которая не видна из-за сыра. И 2 яйца вареных. Решила зачем-то подснять, как я ем. Потому что подумала, что, наверное, вам будет неинтересно, если я вдруг просто вам покажу еду. И потом, как данное, скажу, что, ну, я покушала. Это, наверное, не очень интересно, поэтому я вот кушаю. И ну вот за сегодня, получается, вытундала всю эту банку, так что, в принципе, норма воды, я считаю, сделана на день. Тут, видите, 1200 миллилитров, так что я думаю, что хватит с меня на сегодня воды. Всем утро доброе, так сказать. У меня на лице тень от лампы. Я ничего не могу с этим поделать. Что я кушаю? Смесь салатная, огурчик, помидорчик, соль, перец и то льняное масло. Купила льняное масло. Господи, как тяжело с утра говорить. Я купила льняное масло, короче. Потому что это полезно для пищеварения, по крайней мере, для моего. Вот. Потом кушаем. Наполняю свою бочку водой. Итак, следующий прием пищи за сегодня это вот такой вот омлет. Замечательный. Тут 2 яйца, молоко безлактозное, ветчина и сыр. Вот такая красота получается. Ну и на работу возьму вот такое что-то, нечто.
Да, я знаю, выглядит весьма жалко, конечно. Что вам сказать, не удержалась я еще до работы. И я решила съесть вот такой вот рис. Это молочный рис с фисташковым соусом каким-то. Потому что, знаете, какое-то странное ощущение у меня пустоты внутри, которого давно не было. Будто бы ты поел не так давно, но при этом какое-то ощущение такой легкости внутри есть. Причем легкости такой, как будто бы ты хочешь есть. Я привыкла к тому, что я ни в чем себе не отказываю, ем что попало, что под руку подвернется, так сказать, в течение дня. И поэтому кажется, что как будто бы мне не хватает еды, хотя, по идее, по логике, мне ее должно хватать. Ну ладно, поэтому я сожру этот замечательный рис для успокоения своей души. И хватит. И потом я пойду уже на работу, и там я съем свои макароны с бананом. И вечером я надеюсь, что я ничего не буду есть. Посмотрим. Я пришла домой после работы. Сейчас... Тут время на 2 часа, значит, спешить, поэтому сейчас 23:51. Но в любом случае поздно. Что я решила съесть в столь поздний час? Я решила выпить ромашковый чай, съесть свой банан, который я не съела на работе, допила воду. И решила съесть все-таки хлеб свой любимый с маслом, потому что я очень люблю вот этот вот зерновой хлеб, он просто божественный. Я не могу. Я не могу без него жить. Доброе утречко. Приготовила покушать. Надо быть 2 яичка такие с солью и гречкой. Взяла себе вот такие макарончики. Буду питаться. Надеюсь, тут ничего вредного нет, особо, ну, типа сам сахара, всего такого. Ой, доброе утро, ребята. Это уже утро. Вчера я так и не сняла вам, чем я ужинала. Коротко говоря, я просто съела много бутербродов и банан. Вот. И еще покушала вот эти вафли. Кушала я их, кушала и поняла, что я все сожрала, вы представляете? За 3 дня я сожрала целую пачку этих вафель. Придется покупать, видимо, сегодня. Но они, в принципе, вкусные, и когда тебе нельзя ничего вредного, то оно за вредное сходит. Очень даже хорошо. Поэтому ладно. Буду делать тренировочку, потому что последний раз я ее делала в пятницу, сейчас понедельник, чтобы вы понимали, да? Прошло уже 4 дня, я больше ничего не делала, только работала, так что какую тренировку я буду делать? Сидела, значит, на ютубчике, никого не трогала. И тут мне на глаза попалось видео Яна Рейзена, где он делает тренировку Чункука, по-моему. Довольно интересно, особенно планка 10 минут, да? Мне стало просто интересно посмотреть, сколько я выдержу, потому что такие упражнения на выносливость я не делала уже очень давно. Я думаю, что я сдохну быстро. Но мы это посмотрим. Ну и плюс не помешает на самом-то деле. Ой, господи. Ну и не помешает на самом-то деле. И может потом какую-нибудь типа растяжку сделаю, если у меня будет время до работы. Какая-то херня тут завязалась сзади, но нормально. Я не думаю, что вы увидите меня целиком и полностью все равно, потому что ну просто места не хватает, вот и все. Чтобы такой кадр охватить. Ничего не поделаешь. Будем пробовать, короче. Начнем с приседаний и отжиманий тогда. Если будут какие-то посторонние звуки, то это голуби копошатся у меня на подоконнике. Но максимум, который нам грозит в дальности, это вот этот. Поэтому целиком вы меня точно не увидите. Что поделать? Ну, начнем 20 приседаний. Готово. Что там дальше? Я уже немного устала, знаете. Ух, не представляю, как я буду теперь в планке стоять, если честно. Сколько понимает вот это вот, надеюсь. О, господи. О. Я решила снять майку, потому что уже как-то жарко становится, если честно. Хотя мы только сделали 3 упражнения из 10.
Ну ладно. Теперь у нас идет упражнение, там, где мы стоим в планке и поочередно становимся на локти и опять на прямые руки. Потом планка 10 минут. Я все. О, Господи. А что так тяжело, я не поняла сейчас. Что, знаете, тяжело заниматься без музычки. Что-то вот когда музычка есть, занимаешься по видео, то как-то веселее, что ли, идет. А так, ты остаешься один на один со своими страданиями и болью. Планочка, значит, у нас, да? О, я установила таймер на 5 минут. Но я не знаю, посмотрим, насколько меня хватит. Ладно, знаете, я подумала, что минут с меня хватит. Какие 5 минут, какие 10? Это я 20 раз не сделаю, у меня сделает максимум 10. И 10. И хватит с меня. Но мы делаем пресс. Места у меня тем более нет, конечно, чтобы полностью вам показать, как я тут валяюсь. Меня как бы вот, короче, уже до стены достают, а ноги упираются в шкаф, так что... Раз, два. Я потренировалась. Хватит с меня теперь. Выпью свой протеиновый коктейльчик без сахара, так что никаких претензий ко мне. Хоть какое-то наслаждение в жизни. Текила. Привет. Привет, Текила. Мяу. Я вас поглажу и пойду работать, хорошо? Так. Я, значит, ужинаю. Тут у меня греческий йогурт. Сегодня ходила, покупала. Вот такие вот, как это называется, господи? Это не мюсли, как это? Гранула, вот. Гранула. И вот такой бананчик. Как всегда, в принципе, чаечек. На работе я сегодня, значит, покушала свою картошечку с 2 кусочками ветчины. На удивление мне хватило на 8 часов. Ну и, в принципе, вот так вот как-то. Ну и пью воду дальше, да, пью воду. Все под контролем. Так, всем доброе утро. Сегодня на повестке дня у нас гречка. 2 яйца. Почему-то не сварились не вкрутую, а в сымятку. Хотя я специально подождала дольше 10 минут, чтобы наверняка. Ну, как бы ладно. Поэтому я сделала себе такой вот тостик. И буду макать сюда желток. Я умею приспосабливаться. И такой вот чаек. Я не помню какой. Помню, что тут цитрусовые. Зеленый, черный, хрен его знает. Это не важно. Вот. Ну и водичка, конечно, да. Куда же без нее? Сегодня я опять попробую в планочке постоять. Посмотрим, сколько на этот раз. Ну, слушайте, в этот раз 2 минутки ровно получилось. В 2 раза больше, чем вчера. Завтра, может быть, будет в 3 раза больше. Ну и сегодня я сожру вот такой вот протеиновый батончик. Вроде бы там написано, что нет сахара. Видимо, какие-то сахарозаменители. Вот мои 2 прекрасных тоста с творожным сыром. И вместо кофе, который я могла бы выпить, замечательного кофе, смешанного из обычного, а также маката с кучей сахара. Ну, блин, очень вкусно, я ничего не могу с этим поделать.
Я буду пить матчу. Ну, ладно. Это полезно. Это надо пить. Мы все-таки healthy girl. Все, мой последний прием пищи на сегодня должен быть. Подчеркиваю, что должен быть, как бы ничего не гарантирую. Ладно. Точно последний прием пищи на сегодня. Это вот такой вот рис с овощами, с морковочкой и горошком. И рыбка жареная. Почему жареная, а не вареная? Ну, слушайте, ребята, ПП, как бы, да? Но жареную рыбу я люблю гораздо больше, чем вареную, пареную и всю остальную. У нее хотя бы просто есть вкус какой-то. Потому что, когда ее парила в духовке, или как это называется, не знаю, но я не запекала, короче, черт его знает, но я делала ее в духовке, то она была какая-то такая, знаете, ну, никакая. А я хочу почувствовать вкус рыбы, вкус жизни, понимаете? Жду уже пополнения прыщей у меня на лице, потому что, несмотря на то, что я правильно питаюсь и пью много воды, прыщи тут как тут. Я не понимаю, как это работает. Когда я жрала все, что только можно было, что попало, то прыщей, кстати говоря, не было. Ну ладно, буду есть свою рыбу жареную. Так, ребята, сегодня на завтрак у нас такой чудесненький омлет. Да, в общем, сегодня погода, конечно, просто жесть какая-то. Вот сегодня буду кушать эту овощную смесь, которую я купила. Сказать, пойдем качать ножки, пока можно. Разводим ноги, девочки, разводим ноги. Теперь сводим ножки. Сводим. Сейчас я взял протеиновый батончик. Тут написано. Я склонна верить тому, что написано на упаковках, так что меня не волнует на шоколаде. На обед у нас вот такой вот рис с овощами, значится. Ну и 2 кусочка рыбы. Ну и на ужин у меня будет 2 вот таких вот бутерброда с авокадо. Это пипец. Оказывается, всю первую неделю, хоть спасибо, что не каждый день, как бы, да, но я, оказывается, ела сахар все-таки. Как бы все дело вот в этом. Этих чудесных тиктаках ваших и тиктоках. Я-то их ела, естественно, не потому, что, типа, я хочу что-то сладкое. Нет. Я ела их, чтобы, ну, зубы там не почистила, например, да, как бы надо освежить дыхание. Или, например, где-то за пределами дома ты покушал, и надо, чтобы тоже не едой пахло из твоего рта, а чем-то более приемлемым. Я их ела. Но тут-то сахар, понимаете? Почему-то как-то, знаете, была уверена, что там нет сахара, я не знаю почему. Возможно, потому что в орбите иногда сахар там не добавляют или вообще не добавляют, я не помню. Я решила, что, ну, наверное, тут точно такая же система, да? Но нет. Как бы незнание закона не освобождает от ответственности. А я еще думаю, где-то в первый-второй день после того, как я начала не есть сахар, правильно питаться и пить воду, я думаю, почему у меня прыщи на лице появились? 3 прыща появилось. Вот тут еще какие-то шрамы остались даже. Я думаю, то есть, когда я питалась всякой гадостью, ела чипсы, прыщей не было. Ну как не было? Ну, 1 прыщ какой-нибудь появлялся в неделю, как бы, но не 3 сразу, не 3. А тут так, а действительно, чего удивляться, да? Полина закидалась тиктаком цитрусовым, потом еще это все отшлифовала мандаринами. Откуда прыщи, интересно? Действительно, откуда же? Будем просто снимать дальше 2-ю неделю и делать вид, что все ок. Как бы уже понимаете, просто эксперимент получается нечистый. Вот в чем проблема. Ну ладно. Ладно. Все не могло прийти гладко. И все равно все-таки я считаю, что это успех, потому что в магазине-то как бы... Я же не бросалась вот так вот, сладко, типа, все, больше не могу, господи, хочу этот батончик, и так вот. И покупала его. Хотя хотелось, конечно. Пойду сейчас в магазин, кстати, закупаться уже едой, а то у меня почти все закончилось уже.
Сегодня я буду кушать вот такой омлет. Я наконец-то вернулась домой. Купила себе вот такой вот хумус с крендельками. Буду его сейчас есть. И делать задания по учебе. Заметила, что я все еще продолжаю, видимо, по инерции. Когда я работаю, когда я отдыхаю. В общем-то, всегда. Я хочу что-нибудь жевать. Понимаете? И мне очень их не хватало, этих хлебцов, потому что такого можно еще пожевать, посидеть. Поэтому, да, я купила себе эти хлебцы и буду их теперь жевать. Боюсь, что я их сожру опять, как в прошлый раз, за 2 дня, и все. Это тоже ненормально, наверное. Кушаю греческий йогурт. Так уже заелась, что аж забыла вам снять. Доброе утро. Сегодня у нас на повестке дня вот такая вот вкуснятина получается. О, обожаю, когда сыр тянется. Что за красота. Сегодня, кстати... О, господи. Сегодня, кстати, день 9. Я поняла, что мне надоело 9 дней подряд пить чай. И сегодня я решила пойти против системы и сделала себе какао. Люблю какао. Но он без сахара, естественно, без ничего такого криминального. Боже, какой же он вкусный после просто обыкновенного чая, вы не представляете. Он даже кажется, ну, типа, не горьким. Ничего такого, как будто бы... Если задуматься, знаете, представить себе, что он сладкий, то он действительно становится сладким. Звучит как шизофрения. Но я о том, что, видимо, из-за того, что я давно не ела сахар, он не ощущается как что-то горькое и то, что невозможно пить. Что ж, на ужин у меня вот такой вот йогуртик с голубичкой, и метком. Хотела эстетику снять, но почти что, знаете, не закончилось моим провалом. Говорю очень сумбурно, непонятно, потому что я после работы. Сегодня 10 часов работы, как бы это вам не шутки. Поэтому в мозгах могут быть промежутки из-за такой работы. Вот, ну и чай буду пить. Ложиться спать, потому что уже как бы пора. Уже 11 вечера, если что. Ой, всем доброе утро. Сегодня мне на учебу к 9. Это не так-то рано, но учитывая то, что я вчера заснула в 1:00 ночи, то это рано. Вот, что я буду кушать на завтрак? Вот, я буду есть такую протеиновую миску, она так называется. Я ее купила просто в магазине. Но в универе, скорее всего, еще тоже что-нибудь куплю поесть. Ой, а пока будем кушать и бежать, а то я опять опаздываю. Сегодня так не хотела вставать никуда. Какой кошмар. Для отчетности вот вторая красопетка. Вернее, красопет. Пока все учатся, Полина жрет. Буду есть такую морковочку с этой самой брокколи. Такие штучки вегетарианские, там какой-то горошек подобный внутри. И колечки кальмарные. Вот. Все учатся, я сижу, жру. Я не знаю, чего я купила до конца, потому что... А черт его знает. Какие-то тут это вот ростки. Но, видимо, это полезно, да? Так что ладно. Но вообще вкусно. На вкус вкусно. По сути, не знаю. По сути, я не понимаю, что я ем, но, в принципе, мне нормально. И накупила уже себе протеиновых батончиков. Буду пробовать какой-то новый, без сахара. Со своим химическим персиковым чаем. Вот. Буду сидеть, кушать и делать задания по учебе. Не совсем по теме, конечно, нашего видео, но мне просто написал мой директор с работы. Говорит: Полина, а у тебя завтра со скольки учеба? Хотела бы с тобой поговорить просто. Блять, я уже не знаю, что думать, если честно. О чем еще может хотеть поговорить директор с рабочим, кроме как о его увольнении? Я не знаю. Я теперь в стрессе нахожусь. Уже сама себе накрутила, как обычно. Я не знаю, что там, почему, зачем. Но я уже все. Я уже не хочу завтра просыпаться просто. Сейчас поэтому готовлю себе 3 бутерброда, потому что
У меня стресс. Ладно, это узнаем завтра, но я надеюсь, что все будет хорошо, и я просто так себя накручиваю. Я еще постояла в планочке 2 минуты. Никаких видеодоказательств у меня нет, потому что я слушала музыку с телефона. Вот, и снимать мне было не на что. Просто поверьте мне на слово. Вот. Ну и сейчас я ложусь спать, потому что завтра мне рано вставать, идти к боссу, нервничать, волноваться. Потом я сейчас выпью валерьяночки и лягу спать. Ну и потом, так сказать, с вами свяжемся завтра. Я говорю, как на каком-то совещании. В общем, завтра увидите по моему лицу, был приятный разговор или нет. Я хотела в этом году сменить работу, но сама, блин, без этого волшебного пендель, понимаете? Тетя Кошка, привет. Пришла меня утешить. Потому что что еще делать человеку без работы, как не тратить свои деньги, да? Так, пока приготовила себе такой тост с авокадо и сыром, буду делать работу. И еще в духовочке у меня на подходе 2 прекрасных бутера с сыром и яйцом. Это будет вообще. Ну все, осталось только подождать, пока оно подостынет, и будет полный разрыв моего хлебала, судя по всему. Ой. Буду ужинать греческим йогуртом, прекрасными голубичками и медом. Хоть что-то будет меня радовать. Пока еще, как говорится, деньги есть, надо кушать. Итак, друзья мои, с утра вот такой вот омлетик у нас. Вот из 2 яиц одно целое. Интересно получилось, да? Интересная комбинация. Ну и чаек. Я побегу на учебу, потому что вообще-то мне надо было к 8, но уже 8:06. Ну, как бы да. И приготовила себе салатик вот такой вот замечательный. Буду кушать и искать работу онлайн. Да, я сорвалась. Но не считаю вообще это какой-то супер ужасный срыв, потому что это просто с солью. Иначе с солью. Тут только кукуруза, соль и масло. Что ничего супер криминального, понимаете? Вот, так что ладно. Можно. Так я умею оправдывать все свои действия. Хорошо. О, да. Это потрясающе. И если я где-то не доснимала приемы пищи, то просто знаете, что я занималась примерно вот этим. Смотрите, какая большая ягодка. Тут я понимаю, гигант. Итак, уже даже не 14-й день, а 15-й или 16-й. Я не помню. Ну, короче, 2 недели прошло. Вот. Каковы итоги? Ну, первый, мне намного меньше стало хотеться сладкого и соленого. Да. Я сорвалась. Ну, в любом случае, меньше, чем было до этого. Ну, у меня теперь нет такого, что когда я захожу в магазин, я думаю, что бы такого сегодня вкусного мне пожрать. Сладкого, соленого чего-нибудь, например. И если я себе это не беру, то я чувствую себя как-то обделенно, что я как будто бы себе что-то, знаете, не позволяю. Вот такое у меня было до этого ощущение. Хотя это можно есть и не каждый день, Полина, как ты это делала до этого. Это уже хорошо. Что второе? Ну, стало определенно меньше прыщей у меня на лице. Не знаю, связано это с этим или нет, но у меня стали сниться какие-то яркие сны. Звучит как-то по-наркомански, но они стали какие-то более разнообразные, что ли. Я стала лучше спать. Ну, что сказать. Сначала у меня была, особенно на первой неделе, сильная ломка. Я хотела постоянно что-то купить себе пожрать вкусного. И так как я работала в магазине,
продуктовом, то мне было вообще тяжело, потому что ты приходишь на смену, видишь стеллаж с чипсами, с сладостями, всякими батончиками, всякой такой гадостью. Как все вкусно, а тебе этого нельзя, и ты такой стоишь целый день, пялишься на все это и думаешь, господи, за что мне все это? Поэтому я думаю, что если у меня получилось это сделать, несмотря на столько соблазнов, понимаете, и искушений на моем пути, то у вас точно получится это сделать. Ну и в целом прикольно то, что теперь, вот я, например, уже выпила чашку кофе, который я не пила тоже во время этого челленджа. И, естественно, добавила туда еще такой, знаете, растворимый вот этот максимально не кофейный кофе, но очень вкусный, с кучей сахара, с тонной сахара. Так вот, я добавила туда 1 ложку вот этой вот фигни, бурды. И знаете, я чувствовала сладость, я в шоке просто. Хотя в инструкции написано, что надо 7 ложек добавлять. Но это уже как бы, жопа склеится. Вот. Я, в принципе, не так прямо очень сильно хочу сладкого или чего-то соленого. Мне хватает, даже не одной вещи в день какой-то съеденной, потому что раньше я ела, во-первых, каждый день, во-вторых, много всего гадкого. То есть, например, я съедаю что-то сладкое, мне нужно что-то соленое, потому что, как сладкое без соленого есть в смысле? Это неинтересно. Короче, я жрала все на своем пути, понимаете? Теперь этого нет, а это приятно, конечно. Надеюсь, что так и останется. Потому что сейчас экономить деньги мне как нельзя кстати. И как будто бы, знаете, настроение стало лучше, и больше идей приходило. По крайней мере, проекты по учебе у меня быстрее шли, и тексты писались. Возможно, потому что, моя башка не была занята тем, что бы мне пожрать такого вкусного, когда я приду домой. Вот. Потому, знаете, это хорошо. Ну что ж, всем большое спасибо за просмотр. Всех целую, люблю, обнимаю. И очень ценю. И что ж, до следующего видео. Думаю, что в следующий раз я устрою себе челлендж, что-то из разряда делаю растяжку. Потому что, конечно, сейчас более-менее популярное это то, как люди худеют, но вы меня видели, мне худеть-то некуда. Можно, конечно, похудеть до состояния корейского айдола, но я не хочу. Мне такое не нравится. Всех целую, всем пока!